Принцесса дельфинов. Глава 6. После того, как девушка погрузилась в воду, Дилан тут же скинул с себя верхнюю одежду, обувь и прыгнул вслед за ней. Он обхватил ее в воде, всплыл на поверхность и направился к берегу. Когда он вытащил девушку на сушу, она была вся мокрой, и одежда прилипла к телу. Дилан поспешно извинился и сказал, что ошибся, принял ее за кого-то из своей команды. Девушка молчала. Она сидела, скрючившись, и лишь дрожала от холода. Тогда он коснулся ее плеча. «Идем со мной», — сказал он. Дальвиния подняла голову и, увидев юношу, замерла. Перед ней, наклонившись, стоял ее возлюбленный. Принцесса показала жестом: «Мне очень холодно». «Ты говоришь с помощью рук?» — спросил Дилан. «Да», — ответила она. «Боже, какой я глупец! Так плохо обошелся с девушкой, и к тому же глухонемой». «Ничего, я знаю язык жестов», — показал он ей руками. Он снова дотронулся до ее плеча. «Идем со мной, я дам тебе сухую одежду». Они поднялись на причал и пошли туда, где стояла его лодка. Дилан предложил девушке сухую рубашку и комбинезон, а сам вышел из каюты. Пока она переодевалась, юноша забрал свои вещи с причала и вернулся. Когда он снова вошел, то увидел хрупкую девушку с мокрыми волосами в слишком большой одежде. Это выглядело немного забавно, и он невольно улыбнулся. Девушка стояла босиком. Молодой человек протянул ей сапоги. Принцесса впервые видела обувь и долго не могла с ней справиться. Когда ей все же удалось надеть сапоги, она попробовала шагнуть. Юноша жестом показал, чтобы она следовала за ним, но ей это удавалось плохо. «Так мы и за час не дойдем до дома», — подумал он. Дилан подошел, взял ее на руки и понес. Рыбаки всегда селились около берега, поэтому его дом был совсем рядом. Прохожие оборачивались и улыбались ему вслед. Принцесса была очень хрупкой и легкой. Дилан, привыкший к тяжелому труду, нес ее как пушинку. Когда они пришли, он опустил ее на землю, открыл калитку и жестом пригласил в дом. Внутри было чисто и тихо. На полке стоял траурный портрет женщины. «Это моя мама», — сказал он, предложив гостье сесть на диван. Дилан вскипятил чайник, собрал на стол немного еды и пригласил девушку поесть. После ужина он спросил: «Как тебя зовут?» Она показала жестом, что хочет написать. Дилан дал ей ручку и бумагу. Когда он прочитал имя, он произнес его вслух. Дальвиния поняла по губам, что он сказал ее имя. Он спросил: «Откуда ты?» Девушка жестами ответила, что она издалека, что прибыла сюда по воде. Дилан решил, что ее, может быть, привезли отдыхать, и она потерялась. Принцесса же хотела показать ему место, где он однажды спас ее из сетей. Но он думал совсем о другом и твердо решил помочь несчастной девушке найти дорогу обратно. Наступил вечер. Дилан предложил ей остаться на диване, принес одеяло и подушку, а сам ушел спать в комнату своей матери. Дальвиния не знала, что первые 2 дня ей будет плохо. Это была адаптация к человеческому облику. Проснувшись ночью, Дилан решил проверить, как она. Подошел тихо, увидел, что на ее лбу выступили крупные капли пота, дотронулся до лица. Сильный жар.
Он хотел накрыть ее одеялом, но девушка вдруг застонала. Юноша понял, что с ней что-то неладное. Сунул ей градусник. Тот показал высокую температуру. Всю ночь до утра он менял ей компрессы. На следующий день почти не отходил от нее. Девушка все время была в бреду. Днем Дилан связался со своей командой и отложил выход в море еще на пару дней. Рыбаки поняли его, решили, что он до сих пор не отошел от похорон матери. Когда он в очередной раз менял компресс, то невольно стал всматриваться в ее лицо. Нашел ее очень красивой и подолгу разглядывал черты, когда она крепко спала. На третий день утром Дилан первым делом пошел посмотреть на свою гостью. Он застал ее у окна. Она смотрела вдаль на океан, ровный и спокойный до горизонта. «Сегодня нужно выйти в море и взять ее с собой. Может, тогда я узнаю что-то о ней. Откуда она?» – подумал он. Маму Дилана звали Паола. Она была очень красивой девушкой, только родилась глухонемой. Ее отец был простым рыбаком, а мать торговала на рынке рыбой. Так они и жили. В том же поселке жила одна женщина с дурным характером. Она не взлюбила Паолу и ее семью. Мать Паолы была доброй, и у нее быстро раскупали рыбу за день. А у той женщины товар оставался. Однажды из зависти она тайком пробралась на лодку и вылила какую-то жидкость в трюм. Люди отравились испорченной рыбой, и семье пришлось расплачиваться с долгами. Они продали лодку, но выплатить все не смогли. Долги все равно остались. Мать Паолы не выдержала. У нее случился удар, и ее не стало. Отец вскоре оказался парализованным. Девушка осталась одна, ухаживала за ним и пыталась зарабатывать. Однажды она собирала моллюсков у берега, но прилив сбил ее с ног, и она ударилась о подводные камни. Недалеко от трагедии оказался юноша. Он спас девушку, вытащил ее из воды, и между ними вспыхнули чувства. Завистливая женщина стала свидетелем того, как дельфин выпил эликсир и превратился в прекрасного юношу, который встретился с Паолой. Охваченная завистью, она решила добыть такой же эликсир. Пошла к старой шаманке, а та предложила ей сделку. Колдунья поведала ей, что такой эликсир есть только у морских обитателей. Но если ты продашь мне свою душу, я превращу тебя в злого духа. Тогда ты сможешь вселиться в любого человека или зверя. Женщина согласилась и подписала сделку кровью. Шаманка превратила ее в духа. Тот, разразившись громким смехом, отправился к Паоле. В доме на кровати лежал больной отец и ждал свою дочь. Когда Паола вернулась, дух попытался овладеть ее душой, но какая-то сила помешала, оттолкнув его назад. Тогда дух вселился в тело ее отца и стал вытягивать из него силы, пока тот не умер. Духу вновь понадобилось тело. На рынке он заметил шарлатанку, которая обманывала людей. Душа старухи показалась ему подходящей, и он вселился в ее тело. Под видом дальней родственницы он пришел к Паоле. Старуха знала язык жестов, помогла девушке с похоронами отца,
и осталась жить у нее дома. С того времени дух стал вытягивать силы из Паолы. Она слабела, выглядела больной, но продолжала жить. Однажды девушке стало плохо, она потеряла сознание. Соседи отвезли ее в больницу. Там сказали, что она смертельно больна, и ей осталось недолго. В тот вечер принц-дельфин приплыл к своей возлюбленной. Он подарил ей медальон с изображением 2 дельфинов и капелькой своей крови внутри. Принц сделал ей предложение. Паола собрала все свои силы и произнесла: «Я не хочу выходить замуж за обитателя морских глубин. Я выйду замуж только за человека». Эти слова глубоко ранили принца. Он выпил эликсир и вернулся в подводный мир. С тех пор он больше не появлялся в тех краях. Паола в тот день стояла на берегу и горько плакала. Она прощалась со своим возлюбленным. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, я жду вас в следующем видео. В ней вы узнаете о том, как складывалась жизнь Паолы и маленького Дилана. Ваша подписка, лайк и комментарий вдохновляют меня. Приходите, ведь я всегда рада вам.